Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство с воспоминаниями генерал-майора Waffen-СС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Париж был окружен плотным кольцом частей дивизии фон Бризена. В центр города можно было войти только с разрешения и с пропуском из штаба. Я со своими солдатами воспользовался возможностью осмотреть достопримечательности Парижа, поскольку планировавшийся парад был сначала отсрочен, а потом в конце концов отменен. Полк покинул Париж и двинулся в Мец. Я попросил у Зеппа Дитриха разрешения отбыть на 24 часа раньше, чтобы показать своим солдатам политые кровью поля сражений Первой мировой войны у Вердена. Битва под Верденом продолжалась с 21 февраля по 18 декабря 1916 года и стоила немцам 600 тысяч убитыми и ранеными, французам 358 тысяч. Разрешение было дано, после чего около 100 солдат собрались 28 июля 1940 года у форта Дуамон. Вместе мы пробирались через казематы, которые 24 года назад были взяты храбрыми бранденбургскими гренадерами. Мы стояли под глубоким впечатлением, перед огромным казематом, ворота которого были замурованы и за которым бесчисленное количество германских солдат нашли вечный покой. Изрытая земля в районе разрушенного форта Дуамон недвусмысленно говорила сама за себя. Ряды воронок – картина лунного пейзажа. Невысокая трава не могла скрыть страдания этой земли. Траншеи пересекали местность, словно глубокие морщины. Между фортом Дуамон и казематом-склепом мы обнаружили свежую могилу нашего павшего боевого товарища, который расстался со своей молодой жизнью всего несколько недель назад. С обнаженной головой мы стояли у этой заброшенной могилы и глядели на бесчисленное множество могил слева от нас. Тысячи и тысячи деревянных крестов выстроились стройными рядами. Слова были бессильны выразить пережитое нами. Здесь находились невидимые полки, прежнее существование которых было отмечено крестами. От каземата склепа мы медленно поднялись к форту Во и попытались представить себе неимоверные усилия германских и французских солдат, расставшихся с жизнью на этой высоте в июне 1916 года. Мы взобрались на перепаханную снарядами вершину холма, на которой стоял форт, и попытались проследить путь лейтенанта Киля, который примерно 40 гренадерами 2 июля 1916 года вышел к центру форта через восточный ров. Вскоре мы бросили это занятие. В перепаханной земле уже ничего нельзя было найти. В этом месте склонность человека к разрушению изменила лицо земли. В своем воображении мы представляли себе темные тени передвигающихся вперед гренадеров, прорывающихся сквозь ураганный огонь и пролом во внешней стене рва. Мы представляли себе, как немецкие саперы использовали огнеметы против амбразур, из которых велся огонь, и нейтрализовали расчет пушки в бронированной башне. Сегодня эта бронированная башня лежала разбитая перед нашими ногами. Когда я рассказывал своим солдатам о положении, в котором находился французский гарнизон, мне казалось, что я слышу оглушительный грохот французской артиллерии, которая пытается подавить германских гренадеров, взявших форт Во. В темных коридорах форта мы обнаружили следы огня на стенах и потолках казематов и узнали эффект воздействия немецких огнеметов. Потрясенные мы стояли у цистерны, которая отчасти стала виновницей падения после 3 боев борьбы форта Во, и живо ощутили огонь умирающих от невыносимой жажды французских солдат. Но и немцы, взявшие 7 июня форт, оказались в таком же положении. Пот и кровь были на каждой бутылке воды, которая попадала в форт, пройдя через бурю огня и металла. Посещение этого исторического места превратило моих товарищей в молчаливых слушателей. Не произнося ни единого слова, они окружили меня, когда я рассказывал им о героических сражениях 8 июня 1916 года. В тот день французы атаковали 7 раз, пытаясь вернуть форт. Но обессиленные немцы сражались как одержимые. Они не собирались сдавать взятую ценой стольких жертв крепость. В сумерках мы прошли путем группы из 21 солдата и 2 германских офицеров, которые прорвались тогда через заградительный огонь французов и усилили отряд обороняющихся. Это были остатки 2 немецких рот. Все прочие остались на поле боя. Под покровом ночи наши машины двинулись в восточном направлении. Посещение поля сражения сделало нас более осторожными. Верден научил нас, что несмотря на 2 пережитые кампании, мы все еще не испытывали тех ужасных лишений, которые выпали на долю наших отцов. Формирование разведывательного батальона в Меце. 29 июля мы расположились в форте в Меце. Форт находился к западу от Мозеля. Из него открывался вид в дально-живописную Мозельскую долину,
В форте мы обнаружили старые батареи германских пушек Круппа начала 20 века. Имелись даже боеприпасы к ним. Они хранились аккуратно разложенные рядом с пушками. Инвентарная опись пушек также имела немецкое происхождение. Германские артиллеристы были вынуждены сдать эти пушки, а также земли Лотарингии и Эльзаса, завоеванные Пруссией в 1871 году, французам в 1918-1919 годах. Затратив много труда и усилий, нам удалось приспособить форт для размещения войск. Крепость должна была стать тренировочным лагерем для только что созданного разведывательного отряда лейбштандарта «Адольф Гитлер». С августа полк лейбштандарта развернут в бригаду. Мне доверили его формирование в августе. Основу подразделения могли составить имеющиеся в моем распоряжении 15-я моторизованная рота, взвод бронемашин и взвод связных мотоциклистов бывшего полка. Мне разрешили отобрать дополнительный личный состав из мотоциклетного батальона пополнения. Мне не пришлось долго заниматься поисками добровольцев. Молодые стрелки-мотоциклисты хотели присоединиться к боевым частям и были рады оставить свои тыловые казармы. Отличные, крепкие молодые солдаты окружили меня, как только я спросил, есть ли добровольцы. Это были молодые люди, которым только что исполнилось 18, и они были солдатами всего 6 недель. В течение нескольких дней новый батальон в Меце был укомплектован и приступил к выполнению программы интенсивной подготовки. Молодым ребятам все было по плечу. Они с энтузиазмом следовали указаниям своих инструкторов и превратились в закаленную как сталь команду. Старые поля сражений стали тренировочной зоной для мотоциклистов и разведчиков на бронемашинах. В годы, прошедшие после разгрома Германии во Второй мировой войне, в ФНСС и особенности об их составе была написана масса несуразностей. Думаю, что вы должны получить представление о происхождении в социальном составе типичного эсэсовского подразделения. В качестве примера приведу выдержку из регистрационного журнала 2-й мотоциклетной роты разведотряда лейбштандарта «Адольф Гитлер». Солдаты до призыва были заняты в следующих областях профессиональной деятельности. Технические профессии – 42%. ИХЦ – 11%. Торговля – 22%. ИХЦ – 39%. Индивидуальная трудовая деятельность – 14%. ИХЦ – 26%. Сельское хозяйство – 7%. ИХЦ – 9%. Не имеющие квалификации – 15%. ИХЦ – 18%. Средний возраст солдат был равен 19 годам. Возраст военнослужащих унтер-офицерского состава равнялся в среднем 26 годам. Всего у военнослужащих подразделения было 450 братьев и сестер. Были представлены все регионы Рейха. Можно сказать с полным правом, что эти войска представляли собой срез германского общества и не были ни подразделением отпрысков важных персон, ни наемниками. 48 офицеров, унтер-офицеров и солдат этой великолепной роты были убиты в течение 6 месяцев, с 10 июля по 31 декабря 1941 года. Еще за этот же период 122 были ранены. В тяжелых оборонительных сражениях под Ростовом в декабре 1941 года численный состав роты сократился до взвода. Как смеют сегодняшние общественные деятели называть этих честных и готовых к самопожертвованию молодых людей солдатами партии? Эти парни сражались за Германию и, конечно, умирали не за национал-социалистическую немецкую рабочую партию, правившие в те годы. Осенью 1940 года меня отправили на курсы подготовки штабных офицеров в Эльзасе. Главный преподаватель курсов, командир 73-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Биллер, был превосходным специалистом. За время обучения я познакомился с парой коллег, с которыми позднее вместе переживу несколько серьезных ситуаций в Греции и России. В это время подразделения части лейбштандарта отрабатывали операцию «Морской лев» и тренировались в высадке морского десанта. Река Мозель была излюбленным местом для тренировок. В условиях секретности подготовка переключилась на ведение боевых действий в гористой местности. Мы гоняли на мотоциклах на бешеной скорости по крутым склонам возвышенности Мозель. Местность, окружающая крепость с ее высокими стенами и рвами, выглядела как в цирке. Мы даже тренировались в подъемах и спусках по скалам с мотоциклами и противотанковыми пушками. К весне мы рассчитывали стать хорошо подготовленным подразделением, готовым к боевым действиям в любых условиях. Солдаты, унтер-офицеры и офицеры работали с тяжелым вооружением как единая команда и слаженно как часы. Генерал-полковник Бласковец в своей речи высоко оценил наши усилия. Генерал фон Корслеш высказался в том же духе,
когда нас проверяли в МЕЦе в последний раз. Подразделение было готово к действиям и ожидало приказа. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.